Привет, мои дорогие котики! У нас гадание, которое называется «Вспоминает ли он тебя?». Но мы будем гадать здесь именно на два варианта: вспоминает или не вспоминает. Давайте посмотрим на тех мужчин, которые не с вами рядом, где-то они далеко. Может быть, они не ваши. Вы можете тут два мужчины загадать, но тут будет вопрос, вспоминает или нет. Ну что, смотрим мы на зомби Таро. И у нас два варианта: вспоминает ли он о тебе или нет. Первый вариант и второй вариант. Вспоминает ли он тебя? Выбирайте, пожалуйста, девочки, свой вариант. Первый или второй. И смотрим. Так, первый вариант. Вспоминает ли он тебя? Колесо фортуны здесь выпало, да, девочки? И я вам скажу, постоянно он о вас вспоминает. Отрывками, не отрывками, как-то даже продумывает ваши отношения. Он надеется на какую-то встречу. Или как-то вы будете общаться в будущем. Еще один старший аркан выпал — правосудие. Он считает, девочки, что судьба, она сама распорядится и удачно распорядится в сторону вас и его. Он сам ничего уже не решает. Какая-то печаль на нем. 11-й старший аркан силы. Да, девочки, это все-таки выпало здесь вам три старших аркана: правосудие, сила, фортуна. Это говорит о том, что он по вам скучает, вспоминает вас. Но выпала еще тройка мечей. Это говорит о том, что у него разбитое сердце. То есть как-то либо вы расстались на какой-то грустной минорной ноте, либо вы поссорились, либо что-то друг другу не договорили. То есть здесь нету облегчения души. У него, девочки, не облегчена душа, и поэтому он все время о вас думает. Это, как, знаете, незакрытый какой-то гештальт в его голове. Вы. Давайте еще посмотрим, вспоминает ли он тебя. Ты ему нравишься, но он не имеет пути к тебе. Да, туз кубков, это, девочки, говорит о том, что он либо влюбился, либо был у него такой вот момент, что он думал: блин, я, наверное, с ней буду. Ну, короче, он как-то на что-то любовное такое надеялся. Но шестерка хазардов, она говорит о том, что у него сейчас на данный момент нету пути реализации вот этого вот плана, того, чтобы вы были рядом вместе с ним, да. То есть он совершенно не видит вот этого будущего, то, что вы будете рядом. Но это он считает, как будто это временно. И так как сигнификатор здесь выпала все-таки десятка, старший аркан, колесо фортуны, он думает, что все-таки когда-то, да, вы опять начнете с ним общение. Он очень хочет, чтобы, возможно, вы сами к нему проявились, девочки, к этому мужчине. Он думает, вы не должны были пройти мимо него. Он вспоминает. Он, девочки, мало того, что вспоминает, вот ему бы хотелось с вами как-то и продолжать общение, но вот чтобы вы больше раскрывались. Он хотел бы, чтобы вы увидели вот эти какие-то знаки, которые, возможно, вас где-то связывают. Чтобы тоже обратили внимание на то, что вот, знаете, телепатия, как будто бы он хочет, чтобы его мысли, они передавались вам, и вы тоже о нем вспоминали и думали. И все-таки я скажу один тот момент, все-таки тут очень много вот странных таких старших арканов вам выпало на такое, скажем так, простое гадание, да, вспоминает ли он вас. Девочки, сейчас посмотрим, а что он делает что-нибудь. Семерка хазардов, маг, император. Это, девочки, мужчина немного опасный тем, что вот вы его здесь загадали тоже не просто так. Возможно, или это какой-то мужчина, который на вас где-то магию делал, реально делал, потому что тут и семерка хазардов — это скрытая магия. И выпал маг и император, тоже старшие арканы. Вот потому я и думаю, что это какой-то странный расклад, одни старшие арканы. То есть это какое-то на вас влияние, оно остаточное, либо не остаточное, оно по-любому идет. Если вы не хотите думать об этом мужчине, если вы хотите его забыть, то, девочки, я вам настоятельно рекомендую делать
отсушку, потому что вот эти мысли в голове насчет этого мужчины, они будут у вас еще возникать, когда не надо, скажем так, когда вы даже особо не хотите об этом думать, и вам будет казаться, что у вас какие-то навязчивые мысли, а если у вас навязчивые мысли, то значит вы где-то хотите быть с ним, да, и может это привести к каким-то неправильным выводам. Поэтому, если вы чувствуете вот какой-то негатив, и вам он в жизни не нужен, то все-таки сделать какую-то отсушку. Есть такие заговоры для того, чтобы отвязаться от мужчины, да. Можно, да, я могу посоветовать как отсушки. Вот у меня хорошо работают, например, атамы, ножи, которые я, например, заговариваю, например, хочу отсушиться, открепиться, развязаться от какого-то такого-то мужчины. Этот нож потом выношу на улицу, в землю втыкаю. И вот, знаете, когда мимо прохожу или еще что-то, я, например, где-то что-то думаю, вот у меня сразу мысли уходят. Где-то 7 дней, скажем так, да, и потом могу опять этот атам или просто нож достать, и все, я уже со спокойной душой хожу. Если все-таки вы здесь понимаете, что вы хотите с этим мужчиной быть, то я вам скажу, девочки, так, через какое-то время, по времени, конечно, решаете вы, когда это лучше сделать. Но вот тут не то, что там терпение должно быть или еще что-то. Вот когда вы чувствуете, когда вас сильно что-то накроет, вы можете этому мужчине сами написать, к примеру, связаться с ним как-то, и он вам ответит, да. Но тут почему-то какая-то такая очень сильная притягательная ловушка идет, да. Он как будто очень сильно вас притягивает, что если вот даже если посоветовать вам ему написать и всё остальное, чтобы вы вот в это состояние еще больше не вошли, понимаете? Потому что он вот прям как магнит вас манит, этот мужчина. Давайте еще глянем, вспоминает ли он тебя. Магнит, но мне кажется, что тут какое-то подавление силы воли даже идет. Как-то сильно он вас тянет, и в то же время с вашей стороны тут не выпала любовная какая-то карта. Ну, все равно давайте посмотрим, вспоминает ли он тебя. 14-й старший аркан, рыцарь мечей, 21-й старший аркан, смерть. Восьмерка мечей. Все-таки посоветую вам, девочки, не писать ему, да, потому что тут идут его сильные карты. То есть это может быть, вот вы даже напишите ему ближайшие вот прям месяца 3, я бы советовала вам вот как-то не обозначать себя. Возможно, гнать от себя мысли о нем. Понимаете? Даже если это мужчина, который вам где-то дорог. По одной простой причине. Потому что вы так в какое-то состояние нормальное, другое придете, когда вот время пройдет, да, время лечит, время все расставляет на свои места. Потому что здесь все-таки вот эти сильные арканы, это как паутина. Это, девочки, вы как бабочка, а он как паутина. И вы думаете, ну у меня же большие крылья, я совсем справлюсь, и вы все равно близко подлетаете, а там вот эта липучка, она вас так и ждет, понимаете? И выпали еще карты 13-й старший аркан, 21-й. Вот в ближайшее время он как будто бы хочет вам отомстить за что-то, понимаете? Вас как будто не на вашу дорожку он вас клеит. Понимаете, сейчас. И вот эти мысли, в которые у вас в голове, что вы, например, прямо сейчас хотите ему написать, я бы не писала. Я бы все-таки за собой понаблюдала, пожила бы своей жизнью, посмотрела, как он проявляется к вам, да, была бы более нейтральной, более такой рассудительной, потому что здесь не время показывать свои эмоции. Если вы поплывете, девочки, это будет какой-то крышеснос, это будет зависимость от него, потому что он выпадает как император. Это мужчина, как паук, понимаете? Затягивает вас в свою паутину, в свой кокон, понимаете? Вас, красивую бабочку. А вам карты предлагают еще полетать. Пока, как говорится, на этот фонарь, девочки, который может обжечь крылья, не лететь. Рыцарь мечей выпал, 21-й старший аркан, 13-й старший аркан, 8-й аркан мечей, да, не очень, девочки, понимаете? Если это какой-то бывший, смотрите,
Он дан все равно вам для какой-то такой вот проработки вашей кармы. 3 месяца, пожалуйста, дайте себе для того, чтобы вот у вас сердечко, забилось в таком ритме, чтобы у вас, знаете, хватало вашими крылышками красивыми махать сильно, да, и любую паутину убирать. А если он вас любит, он вторую сплетет, третью, десятую, да. Но вот в эту я желаю вам пока не попадаться. Будьте сейчас вот, более эгоистичны, более такие, знаете, будьте прагматиком, скептиком, холодноватой такой, понимаете? Тогда вы его запьяните, если вы будете такой. А если вы ему прям отдадитесь здесь, да, вот пойдете навстречу этому мужчине сейчас, ничего хорошего сейчас в ближайшее время нет. Возможно, я так думаю, может быть, у него какие-то там дела, проблемы, и он вас втянет во что-то, понимаете? Пока не надо, девочки. Тем более тут это влияние такое, вот как будто вас специально хотят в это все, но не из-за любви. Тут желание такое, знаете, оно больше такое животное, какое-то инстинктивное, как будто, знаете, лис ждет кролика. И опять вот такой 14-й старший аркан. Да, девочки, лис ждет кролика. Пока не надо. Но я бы не сказала, что вы, кстати, кролик здесь, да. Он вас до конца недооценивает, потому что он паш хазардов выпал, а вы королева хазардов, да. У вас очень тоже много-то чего такого, чем вы можете его ударить. Но сейчас, возможно, время не то, девочки. Время не то именно в плане того, что у него происходит в жизни. Не надо. Хотя тот лис может лиса найти, на лиса напороться, понимаете? Будьте сейчас пока максимально холодным к этому человеку, чтобы не навредить самой себе. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Давайте посмотрим, вспоминает ли он тебя, вот этот мужчина. Двойка мечей выпала. Вам не надо друг о друге сейчас думать, девочки. Двойка мечей — это какие-то ссоры, распри, это негодование какое-то. Десятка мечей. Оно может усиливаться со временем. Восьмерка кубков. И либо вас обидели, девочки, либо вы его обидели. Это была любовная какая-то, знаете, обида, которая сейчас еще проживается. Она еще не ушла с его сердца и не ушла с вашего сердца. Вы, возможно, здесь загадали этого здесь мужчину, потому что у вас не любовь загадала его сейчас. Загадала какая-то любовная обида. Либо он кинул вас, либо уехал на дальнее расстояние, вы по нем очень сильно соскучились, и вот это все равно обида какая-то сидит, да. Ну, что-то такое обидное. Вам бы хотелось с ним больше разговаривать, вам бы хотелось, вот, чтобы по восьмерке кубков, чтобы у вас были какие-то диалоги с ним, да. Вам хочется даже ему что-то предложить. Типа, если ты будешь со мной общаться, я могу тебе дать то, все, пятое, десятое. То есть у вас вот так вот в гору идут ваши чувства, да. То есть если бы он хотел бы с вами общаться, да, вы бы не то чтобы была бы самая счастливая в мире, а то, что ты бы могла ему открыть много возможностей. Но это ты могла бы ему открыть этих много возможностей, а он, девочки, выпадает двойка мечей и десятка мечей. Он только умеет, вот знаете, колоть, скажем так. Десятка хазардов. Паш. Он незрелый, совершенно незрелый человек. Даже то, чтобы вы ему предлагали, что возможно иметь с вами в паре, этот человек не мог бы все взять, девочки, да. То есть это все равно, ну, как, с чем бы вам такое сравнить, да. Это как он как будто бы плохой мастер, и вы ему предлагаете, вот, я могу тебя устроить на работу в автосервис, и ты станешь директором автосервиса. Но он, девочки, плохой мастер, понимаете? Он только натворит делов, и будут это другие мужчины, скажем так, расхлебывать. Это такой вот пример, который не особо к любви относится, но все же. Или, если хотите, давайте больше к любовному подойдем, да. Это, например, мужчина, которому вы опять дадите много шансов, много каких-то возможностей, будете там, например, где-то с другими людьми где-то чего-то договариваться насчет него, а он везде опять вас подведет. Понимаете? Это мужчина, который подводит
Он выпал сейчас таким незрелым пажом, девочки, выпал. А вы королева костей, которая много чего хочет, которая любит и знает, как договариваться. И королева, которая умеет выяснять отношения. Но он, девочки, не умеет. Он не может с вами выяснить отношения так, как вы хотели бы выяснить отношения. Вспоминает он о вас? Двойка мечей. Ну, такое себе. Он, даже если может вспоминать, он может вспоминать как-то, знаете, не очень хорошим словцом. И не потому, что вы какая-то плохая, да, а потому, что он по-другому не может. Для него все женщины, которые не с ним, курицы, грубо говоря, понимаете? Давайте еще глянем. Вспоминает ли он тебя? Вспоминает ли он тебя? Тройка мечей, семерка кубков, суд, правосудие, тройка кубков. А вам тут карты предлагают какой-то обмен. Типа, отпустишь его, дадим тебе нового, девочки. Смотрите, тут разбитое сердце, а тут сердце наполненное. То есть это проходит через два старших аркана справедливости и суда. Вот мне так хочется, вот знаете, вот чтобы вы чувствовать себя счастливой, хотите, девочки, почувствовать себя хорошо и счастливо, вам нужно просто сделать одно: не думать об этом мужчине. Вот не думать, не вспоминать о нем. И вот когда вы даже, если хотите подумать, повспоминать, возьмите, напишите другому кому-нибудь. Вспомнили этого, сразу написали кому-нибудь другому. Вспомнили этого, написали другому. Даже вот немножко вспомнили, зашли там на сайт знакомств, на первом встречном написали «Привет». Сразу вас будет отпускать. Вот эта двойка мечей вообще еще, кстати, карта, которая обозначает подклады, девочки. Двойка мечей, понимаете? Не очень хорошие. Подложил свинью вам этот мужчина. 13-й старший аркан. Колесница. Рыцарь кубков. Император. Это маг. Мужчина, который, знаете, это такой вот мужчина, который не умеет руководить, но очень хочет. Понимаете, он хочет быть у руля, не зная, как вот это выруливать вообще что-то. Мужчина, который может, знаете, за собой очень хорошо ухаживать, типа пытаться следить, там, знаете, накрутить челочку себе. И он считает, что он такой целостный, классный. Сейчас карты не очень хорошо его рисуют. Это не тот мужчина, о котором вы должны сейчас думать. Вам карты говорят, не думай сейчас о нем. Если ты будешь о нем думать, к это к хорошему не особо тебя приведет. Тут предлагается тебе замена. И замена мужчинами, которые, скажем так, внутренне наполнены. Потому что он, девочки, не выпадает внутренне наполненным. Его показывает пустым по отношению к вам, но вам предлагаются другие мужчины. Прям тройка тут выпала, видите? Как будто загадай еще троих. Обрати внимание на других трех мужчин. Такое ощущение, что вот именно когда вот этот мужчина вас, скажем так, вы с ним разошлись, да, или вот как-то не думает он о вас, а вас, девочки, думают другие мужчины. Вы очень притягательны для других мужчин. Да, и тут, тут карты говорят, ну все-таки вот если ты развернешься, суд, правосудие, развернешься в другую сторону, то как черта такая идет. Вот это еще дедлайн, этот 13-й старший аркан. Черта и колесница, и сразу, девочки, тут может быть брак с другим. Либо вы уже предназначены другому человеку, и карты тут закрывают и не хотят, чтобы вы что-то узнавали про этого. Понимаете? Ну давайте еще посмотрим. Третий такой срез сделаем. Вспоминает ли он тебя? Вспоминает ли этот загаданный мужчина тебя? Да нет, девочки, все. И у вас другой мужчина. Тут идет реально, вот опять колесница и смерть, да? Вот прям, вот просто между вами такая огромная черта, и ее переходить не надо.
Выпадает перекресток открытый, любовные встречи, возможность брака. И опять смотрите, что выпало правосудие и суд. Тут есть одна загвоздка. Луна. Если вы будете думать об этом человеке, вот тут что-то такое вот есть, девочки, как будто самосглаз, да? То есть, когда вы думаете, мы тут не рассматриваем сейчас вашего любимого человека, потому мы, девочки, тут смотрим таких мужчин, с которыми у вас не получилось отношения. Вот я с этой точки зрения толкую. Так вот, тут надо как будто открепиться от мыслей о нем, потому что вы тратите так свои мысли впустую и глаза свои впустую, только используете, смотря на него даже расклад. Понимаете? Тут бы за другого замуж выходить. Вам идет брак с другим мужчиной. Вот такие дела. Но если, например, кто-то загадал, вот давайте все-таки тех, кто загадал своего любимого мужчину, с которым вы на расстоянии, да, он пока, девочки, не думает здесь о вас, да, возможно, из-за того, что он сейчас не может быть с вами, и очень мужчина такой прагматичный, который решает, типа, если я сейчас не с ней, почему я должна об этом всем думать, я лучше буду думать о том, что сейчас меня окружает, о своих каких-то проблемах. Но тут нету другой. Он не думает, например, о другой женщине. Он, девочки, думает о том, как вообще жить. Тут не очень хорошие карты выпадают. И, возможно, это могут быть в ближайшее время какие-то препоны. Вот если вы в отношениях с ним, но он на расстоянии, это могут быть какие-то препоны в вашей ближайшей встрече. Все, мои дорогие, вот такой вот был мини-расклад у нас. Пока-пока.